Сколько? В чем особенность этого доктора? Что он делает иначе? Почему так дорого? И почему, несмотря на стоимость, очередь на 4 месяца вперед? Почему же так дорого? Чем же он отличается от других? Один из первых, кто начал делать смаз-лифтинг в Корее. А где делает разрезы? И что за странная разметка? Ого, как сильно подтянуто лицо. Как будто он делает сильную липосакцию лица. Надо узнать это подробнее. Поздновато. Позвоню завтра. 네, 실장님. 저희는 미디 유치 사업체인데 혹시 박동만 원장님이랑 인터뷰 지금 안 될까요? 네. 아, 네. 네, 감사합니다. 그때 뵙겠습니다. Я доктор, который занимается в основном лифтингом лица в Южной Корее. Стал специалистом в пластической хирургии в 1992 году. В 1992 году в Корее я получил специальность врач по специализации пластической хирургии. И затем 3 года провел в обязательной военной подготовке с 1992 по 1995 год. И с тех пор я занимаюсь пластической хирургией, являюсь пластическим хирургом. В основном провожу операции по лифтингу лица. Вот наше лицо. Кожа на нем как одежда. Есть один слой, и под ним еще слой. Есть слой мышц. Если одежда растянется, надо будет ее натянуть, отрезать лишнее и сшить. Со внутренним слоем одежды также. Натянуть, отрезать и сшить. Только так можно исправить одежду. Та операция, которую я провожу, слой за слоем. Вот этот слой натянуть. Следующий слой натянуть и вернуть внешность, которая была раньше. Мой метод операции – традиционный метод. Он и сложный, и требует много усилий. Даже в самой Корее, насколько я знаю, врачей, которые делают операцию таким образом, немного. Если количество хирургов несколько тысяч, то тех, кто делает операцию подобно мне, можно сосчитать на пальцах. Потому что в основном все занимаются операциями на носу, глазах, операциями, которые можно провести очень легко и быстро. И докторов, которые занимаются таким тяжелым видом операций, не так много. Есть анимационная симуляция проводимой мной операции. Вот здесь то, как лицо с возрастом стареет. Здесь мы делаем разрез, поднимаем. В зависимости от возраста отличается степень натяжения. Вот показано, как проводятся разрезы. Верхний слой кожи приподнимаю, и находящийся внизу слой под названием смаз натягиваю. Убираю то, что растянулось, и снова внутри соединяю. Затем саму кожу сверху натягиваю, и то, что растянулось, снова отрезаю. И снова соединяю. Если рассказать просто, то операция проводится вот подобным образом. И после операции будет такой эффект. У данной пациентки тоже сделали разрез и подтянули вот эту область. Кожу и мышечный слой подтянули. Если присмотреться, то здесь видны следы швов.
И как вы видите, родинка отсюда переместилась вверх, вот сюда. Это до операции, и вот это первый день операции. Вот фото анфас до операции и первый день после операции. Если необходимо, то делаю липосакцию или удаляю комки биша. У кого наоборот имеется недостаток жира, делаю липофилинг. Каждому пациенту индивидуальный подход, поэтому нельзя сказать, что ко всем применяю одну и ту же операцию. Все, кто приходит на консультацию перед операцией, отличаются друг от друга. И толщина кожи. Например, есть люди с толстой кожей, есть люди с тонкой кожей. Поэтому и к людям с толстой или тонкой кожей подход к ним будет разный. У тонкокожих людей вместо обвисания чаще появляются морщины. Также у них лицо не становится шире, не расплывается, а наоборот становится меньше, объем уменьшается. И наоборот, те, у кого кожа толстая, у тех с возрастом лицо постепенно становится шире. Поэтому встречаются старушки с большим лицом и старушки с маленьким лицом. Таким образом, у каждого человека свой путь старения. У тех, у кого кожа толстая, у них проблема с возрастом – это увеличение объема лица и сильно выраженный птоз тканей. А у тех, у кого кожа тонкая, у них наблюдается уменьшение объема и появление морщин. У тех, у кого есть склонность к морщинам, необходимо кожу разглаживать, применяя ботокс, филлеры или проводя лифтинг. У тех, у кого потерян объем, чтобы они выглядели моложе, энергичнее, надо в разных областях восстановить объем при помощи пересадки жира, липофилинга или филлеров. У тех, у кого кожа толстая и лицо с возрастом становится широким, у таких наоборот. Чтобы убрать лишний объем, необходимо проводить липосакцию. Однако это еще не все. От потери объема кожа очень сильно провисает, и лицо выглядит изможденным. И после липосакции необходимо провисшую кожу подтянуть. Поэтому тем, у кого увеличился с возрастом объем лица, необходимо провести подтяжку лица. Поэтому всем одну и ту же операцию проводить нельзя. Надо учитывать, какой это у пациента тип кожи, учитывать главную проблему пациента и проводить операцию, исходя из данной проблемы. Молодые люди в Азии и, конечно, в Корее проводят операцию по уменьшению лицевых костей. Молодые люди, у которых большие кости перемещают, например, скуловые кости или стачивают кости челюсти. Если срезать кость и убрать ее, то что происходит? Кожа, которая находится снаружи, начинает провисать. Поэтому молодые люди после операции на лицевых костях резко начинают выглядеть старше своего возраста. У них без операции, без смаз-лифтинга, невозможно подтянуть кожу. Если операцию не сделать, то ситуация не улучшится. Поэтому молодые люди, которые сделали липосакцию лица или операцию на лицевых костях, у которых остались излишки кожи, им обязательно нужно сделать операцию по смаз-лифтингу. Длительность эффекта от операции у каждого будет немного отличаться. После того, как сделать операцию, обычно через 10 лет снова появится желание провести заново. Через 10 лет, через 14 пациенты приходят с просьбой о повторной операции. В среднем эффект от операции длится 10 лет. Да, возможно. Примерно через год после любой операции возможна повторная операция. Глаза, нос или подтяжка. Все операции можно делать повторно. До операции, на 5-й день операции, когда снимали швы, через 2 месяца и через 3 месяца.
А насколько она выглядит? Правильно. Муж сказал, что она снова стала выглядеть как до свадьбы. А ее 10-летний сын сказал, что у него появилась старшая сестра. Если лифтинг сделать нитями, через 10 месяцев все вернется к прежнему состоянию. Лазерные процедуры, ультразвук, высокочастотные волны, нитевой лифтинг. У всех данных процедур эффект не может длиться больше года. Все возвращается к исходному состоянию. Даже если просто усердно провести тренировку, все снова вернется к исходному состоянию. Эта пациентка уже делала лифтинг. Если сделать лифтинг неправильно, то кожа начинает растягиваться, и форма мочки уха приобретает вот такую острую форму, хотя изначально была вот такой. При повторной операции данную форму можно изменить. Подобный эффект острого уха получается, когда тянут только кожу. Если подтянуть кожу, отрезать и снова сшить, вначале кожа подтягивается, но с течением времени она растягивается и возвращается в исходное положение, и еще тянет за собой мочку уха. И получается подобный эффект. Надо хорошенько подтянуть ткани, которые находятся внутри. Что значит сделать лифтинг хорошо? Это значит подтянуть то, что находится под кожей. Подтянуть, подогнать и сделать внешнюю часть. Так получится хороший эффект. Большинство врачей, так как внутренние ткани натягивать сложно, натягивают только то, что сверху, и оставляют в таком виде. А в таком случае то, что находится внутри, вновь начинает перемещаться и снова все растягивается. Это снова молодая пациентка. После операции на костях появляется провисание. Если переместить скуловые кости, вот эти, несмотря на молодой возраст, человек начинает выглядеть намного старше своего возраста. У таких людей вот так можно подтянуть. Вот здесь и шею тоже вместе подтянули. В молодости была V-line. С возрастом все опускается. Вот так. Еще очень важно, где находятся разрезы. Если сделать здесь, будет видно. Нужно сделать разрезы внутри уха. Только если разрезы будут внутри уха, будет незаметно. Если сделать разрезы сбоку, то обязательно все это будет видно. Это фото пациентки сбоку после операции. У нее разрезы не перед ухом. Из-за того, что разрезы сделаны вдоль линии уха, даже сразу после операции разрезы не видны. Это моя помощница. Это до операции, это после операции. Каждый раз, когда она едет в Китай, ее вызывают отдельно и проверяют, она ли это на самом деле. А все из-за того, что фото в паспорте очень отличается от того, как она выглядит. Моя разметка действительно уникальна. Нет никого в мире, кто делает подобную. Это фото пациентки перед операцией. Ей я буду делать операцию по подтяжке лба. Разрезы на коже будут здесь. Разрезав кожу по этим линиям, я поднимаю кожу в этой области. Если приподнять ее, то будет виден нижний слой. Слой смаз, который находится под кожей, я размечаю вот таким образом. Вот таким образом я его разрезаю. Самое главное – это подтянуть то, что внутри. Чтобы подтянуть уголки губ, надо отрезать примерно столько и подтянуть. И тогда уголки губ поднимутся. Чтобы подтянуть эту область, надо подтянуть здесь. Очень важно то, как внутри сделать разрез. Самое важное, что влияет на результат операции, это то, как делается разметка и как делаются разрезы на так называемом смаз-слое. Но доктора, которые работают в Америке или в России, в большинстве своем делают разрезы не здесь, ближе к середине, а сбоку. Причина в том, что если разрезать здесь, это более безопасно. Так безопасней. Но если разрезы делать здесь, то это никак не влияет на эту область. Только если подойти ближе и подтянуть вот здесь, только тогда вот эта область сможет измениться, понятно? Поэтому, насколько это возможно, надо ближе подойти и сделать лоскут смаз-слоя до этой области.
и подтянуть так, чтобы повлиять на эту область. И только тогда появятся изменения вот здесь. Как я делаю подтяжку лба? Разрезаю и примерно столько отрезаю. Если подтянуть до этих пор, то лоб тоже хорошо подтягивается. Выпадение волос появляется не от того, что делают разрезы, а от того, что при разрезах, если отрезать корни, то дерево, конечно, упадет. А если сделать разрезы, не повреждая корней, то никаких проблем с выпадением волос не будет. Давайте покажу. Вот это корни волос. Если при разрезе скальпель будет наклонен вот так, то никакого вреда корням не будет. Но если разрез делать под таким углом, конечно, корни будут подрезаны. И если сделать прямой разрез, тоже корни будут повреждены. Если посмотреть на волосы, то можно заметить, что волосы растут под углом. Нужно делать разрез, учитывая этот угол. Если сделать разрез под углом роста волос, то корни не повреждаются. А если корни не повреждены, то обязательно волосы снова вырастут. Причина выпадения волос не в том, что разрезы делаются в волосяной части, а в несоблюдении угла роста волос. Даже если сделать разрезы в середине волосяной части головы, если сделать это, учитывая угол роста волос, тогда не будут повреждены корни волос, и волосы не будут выпадать. У каждого человека есть определенный свой угол роста волос. Даже при пересадке волос нужно учитывать угол роста, а не пересаживать волосы просто сверху. То же самое при разрезах. Не просто проводят скальпелем прямо, а в зависимости от угла роста волос. Все оказывает влияние на нашу кожу, наше лицо. Допустим, это наша кожа, под ней также есть ткани. Если сделать какую-то процедуру, то все это отражается на внутренних тканях. Если что-то намазать, что-то вколоть, появится отек. Если вколоть что-то искусственно или вколоть собственный жир, все получится неравномерно. Например, мясо, говядину или свинину, когда мы разрезаем, то видны слои. Дермальный слой, жировой слой, мышечный слой. Все ведь видно, правильно? А когда проводите процедуры, данные слои повреждаются. Поэтому, когда расслаиваешь эти слои, которые находятся внутри, если они там спутались вместе, то расслоить хорошо очень сложно. Нет гарантии, что расслоить получится хорошо. В таких случаях есть вероятность, что ткани порвутся, придется пойти глубже. И есть даже опасность повредить лицевой нерв. Также это отражается на реабилитации. Лицо, с которым ничего не делали, представьте, что оно как ваза для цветов. Если налить в воду в вазу, допустим, она из песка, вода уходит везде равномерно, и ваза высушивается равномерно. Когда вы делаете процедуры, это как если вы закладываете в вазу и глину, и цемент, и бетон, и попробуйте снова залить воду. Сушиться будет неравномерно. То есть в тканях отек будет проходить неравномерно, и во время реабилитации поверхность будет неровная. С тех мест, с которых отечность пройдет быстрее, кожа быстро осядет. Но внутри, в других тканях, отек может оставаться очень долго. Даже при операции много сил уходит на расслоение спутанных после процедур слоев. Все операции влияют на кожу. И все процедуры также влияют на кожу. Нитевой лифтинг, липосакция или если вводят филлеры, что бы ты ни делал, при этом внутренние ткани повреждаются и теряют свой первоначальный вид. Нежелательно. Если вы планируете операцию, то, конечно, не стоит делать, иначе вы препятствуете хорошему результату, и реабилитация будет длиться дольше, поэтому лучше воздержаться. Человек во сколько лет хочет сделать операцию? В 20? В 30? 40, 50 или 60? Вот вы когда хотите сделать операцию? Почему? Чтобы задержаться в возрасте 50 лет? Хотите поддержать 40-летний вид, правильно?
Человек живет 100 лет в большинстве. 20-летняя внешность будет длиться 10 лет. Или 30-летняя внешность будет длиться 10 лет. 40-летняя внешность и так далее. Так? Так вот, например, в 50 сделали операцию и стали выглядеть лет на 40. Тогда вы 40 лет будете проживать дважды. Понятно? А вот если сделать в 40 лет, то вы будете проживать дважды свои 30 лет. Нет никого, кто сделал бы операцию в 90 лет. 100-летний человек уже с сильным морщинистым лицом просто живет дальше со своей внешностью. Но человек, который сделал операцию раньше, может прожить с внешностью 30-40 лет дважды. Вот вы когда хотите сделать операцию? Лучше сделать хотя бы на 1 день, как можно раньше. Тогда можно дважды прожить со своей красивой внешностью. Посмотрите в зеркало. Когда появится желание что-то изменить, не надо терпеть, надо сделать операцию. Нет ни одной причины, по которой надо откладывать проведение операции. Если вы сделаете операцию сразу после того, как ваше отражение в зеркале вам перестанет нравиться, тогда вы сможете прожить возраст, который вам нравится, дважды. После операции, например, в 40 лет скорость старения, скажем, как 40 км в час. А с 60 лет скорость старения ускоряется, понимаете? Потому что количество факторов, за счет которых выглядит человек старее, становится больше, они накапливаются, и кожа сильно растягивается. Но, например, если операцию сделать в 60, многие факторы удаляются, и кожа подтягивается. После операции скорость старения замедляется. Если сравнить жизнь 10 лет без операции и 10 лет после операции, скорость старения разная. После операции скорость замедляется. И поэтому нет ни одной причины, по которой надо откладывать операцию. Понятно же, да? Проведение операции без откладывания со многих сторон имеет преимущество. Давайте рассмотрим факторы, которые определяют возраст человека. Первое. Есть ли у него морщины или, может, лицо худое? Если выражено провисание кожи, человек выглядит старым. Когда вы разговариваете с человеком и вы видите морщины, закладывается мысль – этот человек старый. Если даже издалека видно, что на лице человека нет объема, то тогда снова появляется предположение «этот человек в возрасте». Если еще при дальнем расстоянии видно, что есть провисание кожи, в таком случае люди воспринимают вас как человека в возрасте. Поэтому морщины, потеря объема, провисание тканей – это 3 фактора, которые указывают на ваш возраст. Какие их причины? Морщины – это частое задействование мышц. Вторая причина – это воздействие солнца. У людей, которые живут в деревнях, по сравнению с городскими жителями, особенно если сельские жители работают под открытым солнцем, очень много морщин из-за воздействия солнца. Поэтому, выходя на улицу, обязательно нужно наносить солнцезащитный крем. Следующий фактор – потеря объема. Наше лицо состоит из костей, мышц, жира. Так вот, потеря объема прежде всего идет из-за потери жира. Кожа, наоборот, растягивается, а жир исчезает, и лицо становится сухим. Затем в еще более старшем возрасте уменьшаются кости. Подбородок, нос, лицевые кости уменьшаются. С возрастом, когда становятся старушками, лицо уменьшается и уменьшаются также мышцы. Дальше идет атрофия мышц. Следующий фактор – это провисание тканей. ТОС происходит из-за гравитации. Все постепенно спускается вниз. Чтобы это исправить, у тех, у кого есть морщины, у них операция по подтяжке – это выбор, не является первым средством лечения. Что же тогда делать? Нужно проводить шлифовки, инъекции ботокса, филлера. Это больше всего поможет. Только если есть сильные морщины, только тогда нужно проводить лифтинг и их убирать. У тех, у кого есть потеря объема, нужен липофилинг. С области живота или поясницы надо взять жир в шприц и пересадить его в разные области лица. И тогда появится объем,
и внешность снова станет 20-30-летней. Если не хочется с жиром, то можно, конечно, использовать филлеры. Но я обычно рекомендую наполнять не искусственным филлером, а собственным жиром. У тех, у кого сильное провисание, тем обязательно нужно делать операцию по подтяжке. Есть также различные лифтинговые процедуры, ультразвук, высокочастотные волны или лазер. Это все просто нагревание тканей. Если ткань нагреть, происходит отек. При внутреннем отеке здесь натягивается и чувствуется лифтинг. Но когда отек спадет, все вернется к первоначальному состоянию. Также и с нитевым лифтингом. Нить зацепляет и тянет ткань. Но держится это недолго. Не потому, что нить разрывается. Например, что происходит с сыром, если его зацепить нитью? Нить не порвется. Порвется сыр под воздействием собственного веса. Наши ткани, жир или мышцы, с ними происходит то же самое. Если вставить нить внутрь и натянуть, нить не порвется, порвется жир. И поэтому все вернется в прежнее состояние. Поэтому самый подходящий способ – это слой за слоем подтянуть, отрезать, шить. И это и есть полный смаз-лифтинг. Это наилучший выбор. С возрастом после 30 лет вот это расстояние увеличивается. У молодых это 12-13 сантиметров. Начиная с 30 лет, каждый год кожа начинает растягиваться на 1 миллиметр. Почему так происходит? В нашем организме количество коллагена около 70-80% от веса всей кожи. Так вот, в год на 0,6% коллагена становится меньше, и кожа становится тоньше. Вот этот толстый слой постепенно уменьшается. С уменьшением кожа расползается. Понятно? Как тесто. Если такой слой теста положить на стол, он постепенно расползется. С кожей происходит то же самое. С течением времени кожа становится тонкая, постепенно расползается, и объем лица увеличивается. Поэтому уже в возрасте 30-40 лет расстояние около 13-14,5 см. А в возрасте 50-60 лет расстояние еще больше увеличивается. Поэтому, чтобы вернуть состояние 20-летнего, надо хотя бы 1 см отрезать и таким образом уменьшить данное расстояние. Нет ничего более действенного, чем отрезание лишнего. Обязательно путем операции убираем настолько, насколько ткани растянулись, и только тогда возможно вернуться в эту или в эту внешность. Вот наше лицо внутри разделено на разные слои. Операцию надо проводить послойно. Почему? Потому что есть слой кожи, под ним слой жира, под ним мышечный слой. У каждого слоя своя скорость растягивания. У всех слоев по-разному наблюдается растяжение с разной скоростью. Слой кожи, который находится снаружи и который быстро провисает, находится на самом дальнем отдалении от центра. И скорость и степень провисания у него самая большая. Понятно, да? У каждого слоя под кожей разной скорости истончения, скорость провисания, степень расширения, степень провисания. Все различается. Поэтому все одним слоем подтягивать, конечно, нет. Надо обязательно подтягивать раздельно, слой за слоем, потому что у каждого слоя своя скорость старения. Поэтому, приподняв кожу, надо отдельно слой смаз, слой мышц подтягивать. Это и есть операция по подтяжке, которую я показывал в самом начале. Еще раз посмотрите анимацию данной операции. Вот здесь заметно, что у каждого человека будет своя предоперационная разметка, в зависимости от того, как и насколько опустились слои кожи. У каждого будет своя разметка, подходящая только ему, и вслед за этой разметкой будет проведена операция.
Конечно. Когда я вижу человека, то уже знаю его внутренний облик. Это и называется операция. Когда видишь человека, надо рисовать в голове картину, какой будет его облик. То есть в голове надо нарисовать образ человека, как он будет выглядеть после операции. Понимаете? Что такое пластическая операция и весь ее процесс? Вот это лицо надо сделать таким. Появилась такая картинка. И в голове также должно появиться представление о том, что надо сделать и как. И тогда появится представление, какую разметку надо сделать, чтобы это воплотить. Все это необходимо представить в голове. Все это представил, и зайдя в операционную, все один за другим начинаешь воплощать запланированное. Тогда все получается по плану. А не так, что, войдя в операционную, поднял кожу и во время операции смотришь и думаешь, что же сделать. Весь план еще до операции, когда делаешь разметку, трогаешь, щупаешь, пробуешь потянуть и уже чувствуешь, ага, вот здесь надо вот так, так и так. Все это приходит во время планирования операции, когда делаешь разметку. 90% решается во время планирования операции. Заходишь в операционную и все запланированные этапы один за другим проводишь. В нашем аккаунте Instagram есть фотографии предоперационной разметки. Когда делаешь разметку, можно сказать, что все решается в это время. Сейчас покажу вам разметку. Каждого пациента отдельно. Что, как подтянуть, что подтянуть, насколько. Все разметки делаются разные. Важна разметка, которую проводят сверху на коже. Но еще важнее разметка, которую я делаю внутри. Эта разметка показывает, как, куда, насколько подтягивается, что отделяется и что отрезается. И это действительно очень важно. Вот видите эту белую часть? Это нерв. Большинство докторов боятся, как бы не повредить нерв, и не идут в эту область. В нашем учебнике по пластической хирургии указано самое главное правило. Чтобы стать хорошим пластическим хирургом, надо иметь 3 условия. Самые главные 3 условия – это первое – сердце льва. Если нет храброго, сильного сердца, такую операцию не сможешь провести. Если будешь дрожать, там минное поле, наступишь, взорвется. Только если имеешь храброе сердце, можно этот страх побороть и провести операцию. Следующее – это надо иметь то, что поможет различать нерв, кровяные сосуды. Нужны глаза орла. Только если есть орлиные глаза, можно провести такую тонкую работу. И третье условие – нежные руки. Если быть грубым, все это не получится. Только если будут нежные руки, такую работу можно провести очень аккуратно. Как проводятся разрезы? Видно, что внешняя разметка важна, но внутренняя даже важнее. Благодаря ей видно, как внутренние ткани передвигаются, куда передвигаются, насколько, что должно быть отрезано. Видно, вот это для того, чтобы подтянуть уголки губ. Это часть для подтяжки этой зоны. Это часть для подтяжки области подбородка и шеи. Вот таким образом делается разметка, и делается разрез, подтягивается, и затем все сшивается. Покажу вам процесс настоящей операции. На внутренней ткани тоже наносится разметка, и скальпелем проводятся разрезы. И все это делается вот таким образом. Это основной решающий процесс. У пациентов к этому нет интереса, но у большинства докторов, именно начиная с этого момента, им интересно, как же идет процесс операции. В разных странах я оперировал в операционных, и докторов интересовал процесс операции, начиная с этого момента. Люди хотели узнать, как же проводится операция. Просят провести семинар и лекцию. Людей, которые проводят такие операции, очень мало. Поэтому я провожу открытые операции. Я окончил университет в 1992 году. В 1995 вернулся из армии. В это время проводились только операции блефаропластика и ринопластика. Сегодня специалистов
примерно 1500 человек. Я выпустился как специалист под номером 382. В то время пластических хирургов было мало. Не было такой серьезной конкуренции. Большинство докторов просто делали операции на глаза и нос, и пациенты приходили каждый день. Я в 1995 году вернулся из армии 1 мая, а 2 мая уже уехал в Америку. В Америке в то время, подобно тому, как в Корее делали операции на носу и глазах, операции по подтяжке проводились очень часто. И сейчас, конечно, и тогда уже было так. И в течение года я изучал операции по подтяжке. Затем, вернувшись в Корею, в 1996 году делал только эту операцию. И тогда другие доктора удивились. О, в нашей стране тоже такие операции можно делать? С 1997 года в нашей ассоциации пластических хирургов каждый год, когда наступает осень, проводятся лекции и семинары, где доктора рассказывают про свои методы операций. И я тоже выступаю с лекциями. И даже университетские преподаватели из университета Йонсе, например, спрашивают, неужели правда таким образом проводится операция? И я в собственной операционной провожу операцию в прямом эфире. В 2000 году проводил операцию в прямом эфире для докторов в больнице Северанс. Во время такого прямого эфира в операционной проводят съемки, вот такие же, как сейчас вы проводите. В аудитории сидят доктора, смотрят и задают вопросы. А что вы это делаете? А что это? В 2000 году в больнице Северанс проводил такую операцию, а в 2005 году проводил уже в больнице Сеульского университета. Если просто показывать презентацию, все слишком быстро, а доктора хотят увидеть это вживую. В 2006 году я делал операцию в больнице Samsung. Делал операцию в прямом эфире и все объяснял. Что, как, все объяснял. В Корее нет, наверное, такого доктора, который меня не знает. Любому доктору, любому пластическому хирургу, если скажете «клиника Био», врач Пак Тон Ман, они сразу скажут «это тот, кто делает подтяжку лица». Мы, наша больница, мы не занимаемся своей рекламой. Просто если сделать усердно свою работу, а не зазывать «приходите к нам». За рубежом меня немногие знают. Благодаря моей помощнице меня немного знают за рубежом. Немного различаются. У европейцев тоже кожа другая. К тому же у европейцев такая операция намного проще. Если посмотреть сверху, у азиатского лица есть углы, потому что вот это выпирает. Поэтому если сделать разрез здесь и подтянуть, чтобы носогубные складки подтянуть, то только если зайдешь за вот эту область, тогда носогубные складки расправятся. А у европейцев лицо вот такое, треугольное. Если приподнять и сзади подтянуть, то сразу раз и до передней части все расправится. Будет такой быстрый эффект. Поэтому оперировать азиатов намного сложнее. Я надеюсь, интервью с доктором Пак Тон Ман из клиники Бая вам было интересно. Доктора отличает очень большой опыт работы, и вы, наверное, отметили, что метод доктора также отличается от методов других докторов. Разметка, которую он делает на внешней и даже внутренней части кожи, его ювелирная работа с области окололицевого нерва. Все эти детали делают подход доктора к смаз-лифтингу действительно уникальным. Он максимально подтягивает опустившиеся ткани лица. У каждого доктора есть свой стиль работы, свое видение, и важно решить, подходит ли его видение идеального именно вам. Работая с запросами от женщин со всего мира, я поняла, что у каждой из нас свое видение своего идеального лица. И мы можем помочь найти вам доктора, который воплотит ваши мечты в реальность. Хотелось бы затронуть вопрос о стоимости пластических операций в Корее. Нас многие просят говорить в видео о стоимости тех операций, о которых мы рассказываем. Однако дело в том, что очень часто клиники наоборот просят не говорить, не раскрывать данную стоимость. Ведь на стоимость той или иной операции влияют различные факторы. Например, первый фактор – это базовая стоимость на выбранную операцию. Второй фактор – это индивидуальные особенности лица.
На каждую область могут быть выбраны разные методы, которые тоже отличаются по стоимости. И третий, самый важный фактор – это опыт доктора. Касательно стоимости операции доктора Пак Тун-мана, я могу сказать, что стоимость его операций почти в 2 раза дороже, чем в других клиниках. Если вы хотите узнать стоимость в вашем конкретном случае в клинике Байо или в любой другой, просто напишите нам. Мы консультируем по вопросам пластической хирургии и лечения в Корее. К нам обращаются, чтобы найти своего доктора и вернуть красоту и здоровье. Наши контакты будут внизу в описании к видео. Спасибо вам за то, что вы досмотрели видео до конца. Ставьте лайки, если вам видео понравилось. Подписывайтесь на наш канал и увидимся с вами в следующем выпуске. Всего доброго!